Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы будем делать ржаные булочки и ржаные пирожки. Что нам потребуется? А нам потребуется яйца 3, наша закваска, которую мы делали в прошлом видео, молоко, стакан, ржаная мука 250 грамм и обычная мука высший сорт. И немножко соли на кончике чайной ложечки. Добавляем соль в яйца и взбиваем. Хорошо взбиваем. Что делаем далее? Далее высыпаем муку в нашу емкость. Можно тазик, у меня это кастрюля. Высыпаем всю муку. Обычной белой муки я беру 500 грамм и добавляю молоко. Яйца. И хорошенько размешиваю. Размешивать буду деревянной ложечкой. Добавляю нашу закваску. И немного закваски я оставлю, чтобы сделать позже еще одну закваску. Хорошо размешиваю тесто, которое получается. Чтобы тесто не прилипало, можно взять водички, смочить руки, и тесто не будет так сильно прилипать. Хорошенько смочите ручки и продолжаем замешивать тесто. Вот, покажу, какое получается тесто. Нужно будет еще немножко подождать, чтобы чуть-чуть тесто поднялось. Посмотрите, вот такое получается красивое, хорошее тесто. Сейчас я его прикрою крышкой и оставлю в теплом месте на 15-20 минут. Прошло 20 минут и приступаем к приготовлению пирога. Нам потребуется форма для выпечки, заранее смазанная растительным маслом. Яйца, натертые на терке. Одна картофелина. Сливочное масло. И рыбка сайра. Смочим наши руки и возьмем тесто.
Я возьму часть теста, потому что часть теста потребуется для приготовления булочек. Немножко разомнем. И сформируем своего рода солнышко. Солнышко мы разместим в нашей форме, заранее заготовленной. Смотрите, как получается. И разомнем нашу рыбку. Разминаем хорошенько ее вилочкой. Картошечку, которую мы заранее тоже мелко-мелко порезали, можем вилочкой разделить на маленькие кусочки и добавляем поверх нашего пирога. Распределяем равномерно по всему пирогу. Добавляем, смешиваем яйцо с рыбой. И тоже равномерно распределяем по нашему пирогу. И возьмем немного сливочного масла. Тоже добавим в наш пирог, хорошенько его промазав сверху. Чтобы пирог наш был очень вкусным. Вот мы добавили сливочное масло и воспользуемся зеленым луком. У меня есть немного зеленого лука. Его мы накрошим мелко в наш пирог. Можно прям разрывать. И что мы будем делать дальше? А дальше мы закроем наш пирог. Аккуратно закроем, прищипывая. Чуть-чуть прищипываем, чтобы закрыть наш
пирог. И сверху добавим еще немножко сливочного масла. Просто сверху. Все, наш пирог почти готов. Осталось его поставить в духовку и держать там до готовности при температуре 180 градусов. А сейчас мы приступаем к изготовлению булочек. Как мы будем делать булочки? Сначала просто катаем шарики и делаем небольшое углубление, чтобы туда можно было положить варенье. На пергамент мы кладем нашу будущую булочку и делаем следующую. Опять делаем небольшое углубление и кладем на пергамент. Можно смочить еще раз руки водичкой. Делаем углубление. И кладем на пергамент. Я делаю булочки разной формы, разного размера. И потом, когда кушаешь, можно взять и побольше, и поменьше. Какую хочешь. Посмотрите, пожалуйста, какие получились у нас будущие булочки. Сейчас мы будем добавлять варенье к нашим булочкам. Просто берем деревянной ложечкой или любой, которая у вас есть, и сверху в углубление, которое вы сделали заранее, опускаем ложечку с вареньем. Если углубление вдруг ушло, можно ложечкой чуть-чуть надавить и спокойно можно добавить варенье. Если чуть-чуть побежит, ничего страшного. Добавляем варенье. Ну вот, посмотрите, какие красивые булочки у нас получились. Сейчас они немного постоят, и мы их тоже отправим в нашу духовку. Булочки находятся в духовке, и у нас появился вот такой очень хороший,
вкусный пирожок. Посмотрите внимательно. Вот такой пирог у нас получился. А сейчас мы нарежем и попробуем наш пирог. Еще горячий. Очень вкусный. Давайте посмотрим булочки, которые у нас получились. На этом наше видео, как приготовить ржаные булочки и ржаной пирог, заканчивается. Всем спасибо за внимание. До встречи!